Мы больше не хотели находиться в Хошимине и поехали в более тихий город Вьетнама – Хайан. В этом видео мы увидим аутентичный город Вьетнама. Увидим, как съедают таракана. Попробуем местную кухню. Поживем в атмосфере праздника. В Вьетнаме, в Хайяне, заставлю тебя испытать ностальгию. Хотите посмотреть, что там за этой дверью? Хотите? Отель в Хайяне, в котором мы заселились, находится на островке между двумя рек. И первое, что отличается, конечно, от Хошимина, это то, что там тихо, спокойно и сразу ощущается атмосфера, как будто бы ты в деревне. Тут прикольная мебель. Отель, как и все отели во Вьетнаме, очень красиво украшены, красивая резная мебель, красивые картины, интерьеры. Это характерно для всего Вьетнама. С бассейном и вроде как должно нам понравиться. Во всем Вьетнаме стоят пандусы для того, чтобы байки загонять. Есть дома, которые вот прям дверь на улицу выходит, и в обычный дом, в обычную комнату-гостиную все равно загоняют байки. Как у нас в подъезды велосипеды и коляски ставят, они ставят мотоциклы. Пошли искать еду. Пока мы искали еду, увидели красоту. Этого не хватало в Хошимине, идти и просто идти, чтобы не было вот этой вот движухи. Не хватало посмотреть вдаль. Нам по пути встретились первые фонарики, коих будет просто в превеликом достатке в ближайшую неделю в Хайяне. Мы обратно вспомнили, что мы все-таки во Вьетнаме. После моста Хайян предстал вообще в другом виде. Картинка, идешь, рассматриваешь, все красиво, куда ни кинь взгляд. Вот, кстати, интересные у них одежки, вот мне такое нравится. Очень спокойно, хорошо гулять по улице, красиво, аутентично. Хочется куда-то сесть покушать, но так как мы выбрали индийский ресторан, то мы в любой не останавливаемся, мы идем конкретно куда. Чао. Предложение, которое мы впоследствии назовем агрессивным, нам уже стало попадаться. Каждый раз что-то предлагают. Нужно, не нужно, предлагают. Хайян — это вообще город-фонарь. Я могу даже стать под этим деревом, и это будет красиво. Вот если снизу вот так снять. Мы идем вот в эту красоту. Достаточно быстро мы добрались до ресторана. Thank you. Я сегодня выкупила весь ресторан для того, чтобы в тишине после Хошимина посидеть. Как вам такое? Я сегодня с самого утра съела бутербродик в аэропорту и запила это от укачивания жидкости. И все, больше я ничего не ела, очень хочу есть. Голодные с дороги, мы заказали половину меню. Ты окей. Переживаю, да? Да. Что мы тут всякого поназаказывали? Это чечевичный суп. Мы в него влюбились, когда были в Турции. Это у меня масала тин. Чай с молоком и со специями. Очень вкусно. Угу. Да, еще рис будет. Очень остренькая такая пища, мне нравится. Креветки в карри. Это курица, приготовленная в печке тандыр. И как вы думаете, сколько человек должно быть, чтобы это все съесть? Два. Два голодных курицы, 6. Да. Не два, а 3. Конечно же, 3, все верно. Самый большой, он съест тут больше всех. Ну что, пробую.
вы думаете? Мы все почти сожрали. Это было нелегко, но мы справились. Мы очень старались, сейчас покатимся домой. Дорогу домой мы выбрали другую. Мы пошли с другой стороны. Стороны. Нормально скажи предложение. Мы пошли с другой стороны. Возвращались мы по другому мосту. Бредя вдоль набережной, мы поняли одну особенность Вьетнама. Вьетнам красив локациями. Там, где устроили праздник, там красиво, а где не устроили, это какая-то подворотня. Добрались. В этом отеле нельзя ходить до своего номера в обуви и предлагают резиновые тапочки. Но я долго стояла, выбирала и решила пойти босиком. На следующее утро мы все увидели. Муравьи доедают кокроча, то бишь таракана. Вообще эти вездесущие какие-то микромуравьи. Уже толпа, да, уже облизывают муравьи, толпа. Кто читал «100 лет одиночества»? А он так и заканчивается. Последний из рода был съеден муравьями. Не хотелось бы повторить сюжет. Дальше. Проснулись мы от жары, потому что кондей повис. Повис, отключился, не знаю. И было невозможно спать. Как во Вьетнаме вам могут сдать номер? Ну зачем они целовали одеяло? В общем, одна постель была грязная, а одна чистая. И так как это была уже ночь, когда мы вернулись домой, то мы не могли сказать никому, все спали. И поэтому нам пришлось ютиться на кровати на одной. То есть мы заселились в номер, в котором вырубили кондей, в котором ползают тараканы, муравьи и нестиранная кровать. Сказали о своей проблеме, сказали вроде как решат, почистят, починят, да? Почистят, починят. А мы со своим кофеечком и со своей едой, хотя там предлагают завтраки в этом отеле, но мы сходили и нам не понравилось. When you go on the road, I follow you to see everything. You can go right now. Она очень оперативно побежала к уборщице, сказала, чтобы заменили постель, пошла, объяснила, что с кондиционером, и очень быстро эта проблема устранилась. Чем заняться во Вьетнаме, в Хайяне днем? Можно много чего придумать, если не учитывать тот факт, что на улице пекло. Планов было достаточно, но они все разрушились о жару. Смотрите, дальше, даже вечером мы обливались потом. По спине прям так струйкой по позвоночнику течет. Диана с ребенком остались кушать, а я пошел на массаж. Hello. Массаж. Окей. Окей. Здесь делают просто, если фут-массаж, то это внизу сделают, вот на таких креслах, вот как здесь. Вот, а вот сверху спускается, наверное, массажист, и меня заведет на массаж. Помыть ножки мои. Вода горячая с какой-то травкой. Это, наверное, все, наконец-то дождался. Дождался, иду по лестнице наверх. Комнатка приятная.
Вот, тут несколько коек, ничего не видно. Меня сейчас положат на койку. Вот сюда надо все ложить. Окей. Да, после массажа я пришел и тоже покушал. И мы пошли гулять. Но недолго. Так, дай записать. Улетай. Дай записать видео. Давай. Ты слишком яркая. Она думает, что ты это цветочек. Да, во Вьетнаме тоже занимаются сельским хозяйством. Впахивают свою эту песчано-грязевую землю и садят что-то. Земля, конечно, очевидно, не так родит, как в Беларуси, но тоже да. Наверное, единственный магазин с прайсом в округе, потому что все остальные это ловчонки. Заходим. Оба-на. Что это? Как так-то? Я здесь, во Вьетнаме, в Хайяне, заставлю тебя испытать ностальгию. Да. Загружу тебя в ностальгию. Мороз? Если это мороз, то да. Ну, мороз туда. Что ли? Люто. Раз. Это я возьму себе тоже. Миринда? Ну, ты думаешь, что это миринда? А что это? Ну, семки ты будешь брать? Семечки? Семечки. Интересно, Или- есть ли здесь семечки такие? Но это не детская ностальгия, это не детская. Это не детская, это Да, Республика Беларусь, семечки. вообще неожиданно встретить. Ребята, кто знает, откуда здесь Мартин? Это какая-то вьетнамская миринда. Открывай и пробуй. И скажи, что, по-твоему, это? Буратино какой-то. Да? Что-то такое. Ну, интересно, да, такой вкус коммунизма. Потому что во Вьетнаме коммунизм. Очень страшно, они так носятся по этому мосту. Когда идешь с ребенком, у меня просто сердце в пятки уходит. Вот. А еще вот эти лодочки. Мы вначале хотели на них покататься, потому что все рекомендуют. Но Андрей снял вчера видео, говорит, что они так страшно ездят, и они практически создают аварийные ситуации. Лодки там ездят небезопасно. Гоняют безо всякой организации. Ну, собственно, как все движение во Вьетнаме. И мы впервые дошли до такой местной достопримечательности, как рынок местный, да, ночной рынок. Ну, конечно, запахи местные, просто некоторые носошибательные. Да, мы такое купили в Нячанге. Не, ну красивые, красивые. Когда мы пошли, я не ожидала, что будет настолько красиво. Когда ты идешь, все в огоньках, фонарики, люди красивые ходят. Красивые, улыбающиеся, какая-то атмосфера праздника. Они молодцы, они, конечно, постарались, они очень сильно украсили. Вот посмотри, вот сейчас они отчаливают, все в цветах, в фонариках. Это все очень красиво. Поэтому как бы тут без вопросов. Они сделали все для того, чтобы понравилось. Но все это омрачалось жарой. Это было просто невыносимо. И саквояж агрессивным предложением. No, сенки. Я есть мед. How much?
$150. О, тут карман еще внутри есть, который тебе... Я поняла, что такое Хаян. Хаян – это большая туристическая лавка, где ты можешь купить, вернее, ты даже должен здесь все покупать, потому что кругом, кроме магазинчиков, лавочек местных и еды, ничего нет вообще. Да, К этому привыкнуть невозможно. Сложно, сложно. Даже посидеть сложно. Тебя облепят все. А некоторые даже делали вот так. То есть пройти не давали даже. Я нашла просто одну тактику. Они подходят, им говоришь нет, если они продолжают, то это уже не моя проблема, что они продолжают. Я свой ответ сказала, я просто игнорирую. Ну, вот как-то так. Ну, наверное, скучновато чуть-чуть, да? Наверное, если бы мне было 20, и я была бы без ребенка, меня бы это все прикалывало. Вот серьезно. А так сложно. Потому что ты постоянно думаешь, чтобы тебя не сбили. Идет ребенок, это его нужно в первую очередь развлекать. Поэтому да, вот так. Тем не менее, красота неописуемая. Я в восторге. Вот я смотрю вот туда, и это просто невероятно красиво. У меня просто вопрос, потому что я смотрю, что местные, они даже не потные ни разу. А я иду, с меня просто течет все время. С лица, отовсюду. А они идут, вот поверни сейчас камеру, вот будут идти. На них вообще, смотри, на лице ничего вообще нету. Они сухие. Загадка. Да, очень большой фонарь. И все там фотографируются. Это город-фонарь. Что это? А, это этот тату. Кто же захочет тут делать тату? Хотя за $2. Хотели там, конечно, посмотреть побольше достопримечательностей, но было так жарко и душно, что мы вот устали и пошли домой. Очень много людей. Ты не гуляешь, тебя двигает толпа. Я бы это так назвала. Несет толпа. Несет толпа по достопримечательностям. С тебе пошел. Ой, был бы у тебя китайский братик, да? Особо мы на этом рынке ничего не покупали, но Андрей неожиданно нашел магазинчик, тот самый. Я, мне кажется, здесь покупал. Я нашел магазинчик, в котором я 10 лет назад купил шелковое кимоно. Excuse me, do you work in here 10 years ago? Yes. I think I buy here silk. Kimono. Yes, silk kimono. На него, посмотри на него. Long time you get this one. Same this. Yes, same this, but black with red Yeah. dragon. 10 лет назад. 10 years come back again. So now marry and get wife come back. Yes. Очень жарко. Вот эта влажность, духота, я вся мокрая. Очень неприятно просто мокрой ходить. И от этого в голове помутнение.
следующей части мы возьмем интервью у нашего сына, и вы узнаете детскую точку зрения на все эти путешествия, особенно в Вьетнам. Давай мозг. Давай. Следующий день у нас вечером запланировано дойти все-таки до японского моста, а утром мы кушаем, решили пойти съесть бань ми. Это хот-дог с начинкой местного производства. Диана заказала, это первое, что нам принесли, заказала она зеленый чай с медом. Пьем черный чай с лаймом. Я заказал кокосовый кофе. По умолчанию холодный. Ну, и причем бан ми, он очень понравился ей. Да, вкусно. Очень сочно внутри все. Да, это вам не хот-дог. Север взял свои любимые спагетти, а у меня бургер. Хотя на самом деле мы ждем суп. Ел бан ми, у меня упал кусочек помидора. И вот что. Спустя 3 минуты. Природа безжалостна. Мы решили записать все ускоренно, потому что пчела нам не дает этого сделать. И не только пчела. Не только пчела, здесь очень бешеный трафик. Появился внезапно, когда вот надо было записывать. Но вид красивый, согласна. Но пчела, домой, мужчина, лететь сюда. Храмы древнего города. Почему-то здесь летучие мыши нарисованы. Что, бетономешалку я здесь не ожидал увидеть. Вот это обычный дом, а вот это вот, наверное, храм. Я вам дам места возле туалета. Мне пофиг, что у вас маленький ребенок. Не сбейте камеру. Спасибо. А вот строечка нового дома. Дома у них узенькие, но высокие. Стенка, как видно, в 2 местных кирпича. 2 местных кирпича, всего лишь стеночка. You can go. Столики на самом краю и ничем не огорожены, ничем не огорожены. Надо закончить, да? Давай вторую часть потом запишем. С нами в Хаяне фляга СССР. Лао-лао. Говорят, что его готовят только здесь, в Хаяне. Они прям на месте сидят и рисуют вот эти вееры, а потом продают. Слишком мы вечером долго ходим. Ты меня. Ой, что-то предлагают какую-нибудь драконью.